Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о некоторых предметах в нашем доме, которые вытягивают у вас энергию изобилия, достатка и благополучия. Что это за такие предметы, от которых вам нужно избавиться в самое ближайшее время? Друзья, все более подробно далее в этом видео. Каждая из вещей, которая нас окружает в нашем доме или предмет, имеет свою определенную энергетику и вибрации. И есть предметы и вещи, которые подпитывают энергетику нашего дома, потому что они сами по себе излучают положительные энергии. А есть наоборот те, которые отбирают энергетику у нашего дома или квартиры, отталкивают положительные энергии и этим самым нарушают особую энергетику нашего жилья. Поэтому очень важно сделать так, чтобы вас окружали только вещи с хорошей энергетикой. Ведь от этого зависит, спокойно ли вам будут находиться в вашем доме, хороший ли отдых у вас будет, какие сны вам будут сниться, какие отношения будут в вашей семье. И каждый из вас, наверное, бывал в таких домах, когда, попадая в такой дом или квартиру, вам хочется побыстрее из нее выйти, потому что вам неприятно оставаться в такой квартире или доме. Вам даже может казаться, что за спиной кто-то стоит. Вам становится неуютно и даже тяжело дышать. А в других домах, возможно, вы замечали, наоборот, вам приятно находиться, чувствуется прилив сил, поднимается настроение, у вас получается расслабиться, хорошо отдохнуть, поговорить, посмеяться. И вы знаете, вот эти ощущения происходят у вас на энергетическом уровне и зависит от того, какие энергии на этом этапе преобладают в доме и окружают вас. Поэтому очень важно соблюдать все правила для того, чтобы окружать себя нужными и светлыми энергиями, чтобы потом быстрее не хотелось вам покинуть даже свой собственный дом. А ведь такие случаи также бывают. Поэтому не стоит заполнять свой дом большим количеством одежды. Люди, которые любят постоянно ходить по магазинам и скупать бездумно вещи, особенно сейчас очень модно покупать вещи на скидках, в большинстве случаев они несчастны, потому что такими действиями они притягивают к себе не только негатив, но и безденежье, так как бездумно избавляются от денег. Вы должны понимать, что денежная энергия живет по своим правилам и законам и никогда не придет к тем людям, которые не умеют обращаться с этой энергией, которые не знают, как правильно тратить деньги, что они должны приносить именно эмоции счастья, а самое главное, что деньги нужно ценить. Вещи, которые вы пытаетесь накупить, а затем не носите, которые лежат без дела, припадают, да еще и пылью, на них проходит мода, со временем превращаются не только в бесполезный хлам, который занимает пространство в вашей квартире, но и в энергетический балласт, который, к сожалению, постоянно тянет вас назад, мешает осуществлять какие-то новые планы, наполнять вашу жизнь новыми приятными моментами и событиями. Также в вашем доме из-за того, что много вещей, все вокруг ними заполнено или заставлено, не получается циркулировать и новым энергиям. Поэтому негатив, который притягивают такие вещи, к сожалению, не заменяется другими энергиями. И часто люди хранят такие старые и ненужные вещи под кроватью или в самой кровати, чем тем самым во время сна окружают себя негативом и притягивают кошмары, бессонницу, что влияет со временем уже и на эмоциональное состояние человека. У человека начинается депрессия, плохое самочувствие, а в дальнейшем и проблемы со здоровьем, которые переходят из одной в другую. Также не стоит собирать и старую технику в своей квартире, потому что она также притягивает негатив. Если ее можно починить, делайте это сразу. Если ремонту не подлежит ваша бытовая техника, ей не место в вашем доме.
Все, что нерабочее, знаете, это все перекрывает поступление энергии, тем самым образовывает энергетический застой, который, окружая вас, принесет только вам сильные проблемы. Вы станете подвержены чужому взгляду. Ваше биополе сможет разрушить любой человек, который хоть немного имеет его более сильное, чем у вас. У вас начинаются проблемы в различных сферах вашей жизни, и, к сожалению, вы не можете правильно или вовремя реагировать на те или иные проблемы, которые будут возникать вокруг вас. У вас может начаться апатия, вам не будет хотеться никаких жизненных перемен в вашей жизни. Вы знаете, вы просто начинаете плыть по течению и принимать все неприятные события как должное. И этим самым собираете вы еще больше, чем притягиваете негатив к себе. Помните, что в нашей жизни все взаимосвязано. И вот за этот короткий промежуток времени сильно, а возможно и кардинально, вашу жизнь вы не сможете изменить в лучшую сторону. Поэтому у вас должно быть простое правило. Если вы не будете или не хотите, не можете использовать этот предмет или вещь, убедитесь, что починить его точно уже нельзя, тотчас же выносите его из дома. И даже не задумывайтесь о том, что когда-то он может вам пригодиться. Так никогда не будет, ведь со временем техника становится более современной. Если на данном этапе вы не смогли с ней ничего сделать, дальше будет то же самое. Очень опасно держать в доме и остановившиеся часы. Они способны полностью разрушить вашу энергетику и энергетику вашего дома. И жизнь тех, кто в нем живет. Поэтому не стоит все-таки рисковать. Эта вещь не будет стоить тех последствий, которые из-за нее произойдут. Вы должны настраиваться на то, что если уйдет старое, то на его место обязательно придет что-то новое. Так вам будет проще расставаться со старыми вещами. Это очень просто. Просто возьмите и попробуйте, и вы удивитесь, сколько хорошего вы себя ранее лишали, когда собирали старые вещи в своем доме, в квартире, на балконе и так далее. Также не стоит накапливать и много посуды, потому что это ни к чему хорошему не приведет. В доме должно быть два сервиза, один повседневный, а другой праздничный. Привычка скупать чашки по одной, либо по несколько тарелок, которые своим разнообразием в современное время просто удивляют, очень плохая. А если у вас есть непарные предметы посуды, это еще притягивает и другие сильные проблемы в семью. Конфликты, ссоры. Поэтому, чтобы не рисковать, вы должны обязательно соблюдать правила того, что в тарелках, в чашках, в столовых приборах всегда должна быть пара. Если вдруг у вас что-то разбилось, выкиньте еще одно. Если нет возможности заменить, а если возможность есть, тогда купите, пусть недорогой сервиз или набор, но главное, чтобы он был новый, не бэушный. Помните об этом. Таким образом, вы энергетику дома сохраните и положительные эмоции от новой покупки получите, и светлые энергии еще привлечете. А если у вас очень много посуды, которой вы не пользуетесь, продайте ее или отдайте людям, которые действительно в ней нуждаются. Если бы вы знали, сколько людей нуждаются в простых тарелках, в чашках, ложках, вы были бы просто удивлены. Вы даже, возможно, не знаете, что ваши соседи едят одной вилкой или с одной тарелки. Вот так даже бывает, представляете? Таким образом, вы сможете совершить так называемую благотворительность, хороший поступок, который поможет вам также привлечь в свою жизнь нужные вам энергии, а с ними и приятные события. Также откажитесь, пожалуйста, от привычки скупать то, что вам не нужно. Этими действиями вы обезопасите себя от моментов, с которыми нужно потом думать, что же делать для того, чтобы выйти из данной ситуации и решить ее. Постарайтесь окружать себя только вещами, которые требуются вам для комфортной жизни. Чаще меняйте их, покупайте более дорогие. Таким образом, вы будете окружать себя только нужными энергиями, а вот накапливая хлам,
которые кроме неприятностей и проблем, и которые еще и постоянно только будут возрастать, вы ничем хорошим себя, к сожалению, не будете окружать. Поэтому запомните, вещи всегда должны служить человеку и делать его жизнь комфортной, а не человек вещам, и заполнять свое пространство ними так, что, чтобы ему было неудобно. И считалось, что у вас много всего. Вы должны понимать, что вот эта иллюзия, которая и приносит нам всем вред. Мы так привыкли жить в этом современном мире, где каждый нам пытается навязать, что вот это лучше, это современнее, это моднее и так далее. Постарайтесь найти свое и его придерживаться, начиная от вещей и заканчивая декором, мебелью, посудой в своем доме. Помните о том, что вы сами создаете свой мир, а не то, что вам навязали извне, потому что извне, как правило, навязывают определенной какой-то целью, чтобы можно было больше продать, вы, соответственно, могли купить и так далее. Поэтому вы должны сами себя научить, что мода – это не то, что вам нужно. Бывает очень часто, что богатые люди, вы знаете, они не гоняются за какими-то брендами, марками, они простые смертные. Если, конечно, он не сядет в свою дорогую машину или не приедет в свой загородный дом, то иногда вы просто не узнаете, что рядом с вами идет богатый человек. Поэтому любите свою жизнь и старайтесь от таких вещей избавляться. Они вам не нужны, они вас тяготят только назад. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал. Ставьте лайк прямо сейчас этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео обязательно нужно к просмотру. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно. Знаете, там подсказки, советы, рекомендации от высших сил и Вселенной. Возможно, вам что-то нужно в данный момент понять и знать. Все в наших видео.